Всем привет, меня зовут Виталик, тимлид техлид, руководитель отдела разработки. В одном из прошлых постов я обещал, что следующее видео будет о процессе найма. И вот оно. Итак, что это за видео и для кого оно будет интересно? Я расскажу о процессе найма, начиная от идеи и заканчивая, собственно говоря, собеседованием. Да? Это видео будет полезно, если вы ни разу не ходили на собеседование, если вы работаете в айтишечке и вам предстоит налаживать процесс найма людей, неважно на какой вы позиции, и, наверное, HR тоже будет интересно посмотреть, чтобы увидеть процесс найма со стороны разработки, так как я разработчик нанимающий. Итак, быстренько о чем мы поговорим. Значит, я расскажу про свой опыт найма, каких специалистов я нанимал. Я расскажу быстренько, а как нам определиться вообще, кто нам нужен, потому что здесь есть неочевидные моменты. Я быстренько расскажу о том, какие требования к кандидатам предъявляются. Поговорим о том, что я смотрю в резюме, а что я вообще не смотрю, что мне не интересно. Быстренько пробежимся по процессу собеседования, то есть как он у нас проходит. И, кстати, здесь нужно написать еще время. Время собеса, да? Вопросы от кандидата. Просто расскажу, зачем они нужны. И кратенькие выводы сделаем такие, да? Ну, давайте, наверное, тогда с первого пункта. Мой процесс найма. Значит, на прошлом месте работы я работал в продукте. Моя задача была взять продукт от аутсорсеров и сделать разработку in-house. То есть создать полностью работающий отдел разработки со всей командой. Соответственно, я нанимал практически всех, кроме менеджеров и дизайнеров. Все остальное было на мне. То есть вся техническая сторона вопроса была полностью на мне. Когда я уходил, команда была из 10 человек. Соответственно, всю команду собирал я. Итак, кого я нанимал? Естественно, джунов, бэкэнд-разработчиков на питоне, мидлов бэкэнд-разработчиков на питоне и сеньоров. Сеньоров я собесил на мое место, то есть, когда я уходил, я подыскивал человека, который меня заменит. Также я подбирал девопсов, мобильных разработчиков, фронтендеров и тестировщиков. Есть небольшой момент про девопсов и мобильных фронтов и просто фронтов. Я бэкэнд-разработчик. Я ничего не понимаю ни в мобильной разработке, ни во фронтенде. И тут есть скользкий момент. А что делать? Как собеседовать? Есть два варианта. Первый вариант – все-таки кого-то даже временно нанять, да, который будет помогать с отбором таких людей. Я пошел другим путем. Я просто честно признавался, что я ничего не понимаю во фронтенд-разработке. Но на самом деле разработчикам, помимо, допустим, узкоспециализированных вещей, есть о чем поговорить, потому что, все-таки разработка, база разработки, она одинаковая. Мы можем поговорить про саму разработку, про типы данных, про базы данных, про основные паттерны и алгоритмы. Без проблем мы можем побеседовать об этом, неважно, что у нас, собственно говоря, области другие, да? Почему я сразу говорю, что я не шарю в твоем предмете? Да, вы же можете подумать, человек же может тогда начать заливать. Во-первых, когда человек заливает, это сразу видно, да, но не в этом суть. Дело в том, что, во-первых, обманывать плохо. То есть я по своим внутренним ценностям не могу сказать человеку, что я в чем-то шарю, и начать его даже поэтому спрашивать, да, оценивать его ответы, хотя я в этом ничего не понимаю. Я знаю, что так многие поступают. И, я так не могу. С моими ценностями это не клеится. Во-вторых, если я этого человека прособесю, и он нам подойдет, мы его возьмем, он же потом поймет, что это не моя область, и получится так, что наше трудовое взаимодействие с этим человеком началось с вранья. Это просто плохо. Поэтому обманывать плохо. Окей. Про меня немножко поговорили. Может быть, еще такой момент, что вот пока я формировал команду, у меня был только один факап. Это с девопсом. Вот, его пришлось уволить. Это всегда неприятная история, найти другого. А всех остальных, кого я нанял, продукт до сих пор работает, и все с ним хорошо. Идем дальше. Значит, после того, как мы решили, что мы будем нанимать,
Нам нужно понять, а кто нам, собственно говоря, нужно нанимать. Давайте быстренько пробежимся, а из чего, собственно говоря, из кого обычно состоит, все команды разные. У кого-то 2 человека, у кого 20 человек. Но плюс-минус обязанности-то одинаковые, да? Сам процесс разработки. Кто у нас участвует? Тестировщики для различных областей, дизайнеры, фронты мобильные и вебовские, и непосредственно разработчики. И вот тут я бы хотел немножечко остановиться на этом моменте. Обычно, или если вы уже работаете, вы можете сказать: так, подожди-ка, стоп, разработчики, а у тебя еще делится на какие-то две другие части разработчики. Что это такое? Первый раз слышим. Короче говоря, это моя история, которую я сам лично придумал и использую в процессе найма, да и вообще в процессе оценки скиллов и необходимости специалиста. В общем, я всех разработчиков, бэкэндеров, я сейчас говорю про бэкэндеров, моя область бэкэнд, я делю на 2 половиночки. Кодер и специалист в домене, либо доменный разработчик. Что это такое? Значит, начнем с кодера. Тут все будет проще. Кодер — это разработчик, который привык решать очень узкие задачи. Но они очень сложные. То есть сложные, но узкие задачи. То есть, к примеру, нам нужно сделать так, чтобы база данных откликалась, допустим, на 50 микросекунд быстрее. Это сложная задача, но она очень узкая. То есть она сугубо техническая. Либо нам нужно сделать так, чтобы ответы для API формировались не 400 миллисекунд, а 150 миллисекунд. Это сложная задача, но это чисто кодерская задача. Тут нужно, эта задача решается кодом. Да? То есть этому человеку придется мало взаимодействовать с людьми, но сильно погружаться в код. И на довольно глубоком уровне, чтобы эту задачу решить. То есть тут очень сильно важны харды. Но не такую большую роль играют софты. А что такое специалист в домене? Это разработчик, который помимо того, что он разработчик, он еще знает разработку, язык, фреймворк и прочее, он еще хорошо знает бизнес сам. Да? Он знает, как бизнес работает. Он знает все бизнес-процессы. Он знает, как эти бизнес-процессы ложатся на разработку. Он умеет взаимодействовать с маркетинговым отделом, с финансовым отделом, с руководством, с 1С-никами, с аналитиками. То есть для решения его задач ему нужно это все уметь делать. И такие разработчики, помимо того, что у них должны быть скиллы прокачаны, навыки общения прокачаны, они еще и довольно сильно заточены под определенную область. То есть, если он хорошо знает, допустим, сферу продаж, допустим, там, алкогольных напитков, да, он знает все тонкости, которые могут произойти в процессе разработки с учетом особенностей бизнеса, да, алкоголь, там есть свои особенности. И брать такого специалиста на торговлю печеньками можно, но мы не будем использовать его сильные стороны, да, и ему придется бизнесу учиться заново. То есть, между кодером и доменным разработчикам очень большая разница. Мы сейчас потом в следующем пункте мы будем разбираться, как нам их отличить. То есть нам нужно понять, кто нам нужен. Потому что, опять же, я не говорю, что кто-то из этих 2 категорий хорошие разработчики, а кто-то плохие. Нет, каждый силен по-своему. Просто они разные. И нужно этих разработчиков различать. Вот этой теме, кстати, вас нигде не научат, вы нигде про это не прочитаете. Потому что это просто исходя из опыта. И в большинстве случаев, когда вы нанимаете вроде бы хорошего разработчика, а вы понимаете, что ваши проблемы он не решает, то, скорее всего, разработчик-то может быть хороший, но только из другой области. Либо вы берете на должность хардкодера, нанимаете разработчика доменной области, который привык решать задачи более высокоуровнево, либо вы берете такого высокоуровневого, либо разработчика с офигенными хардами, но вы ставите его на взаимодействие с бизнесом. Ничего хорошего из этого не получится. Идем дальше. Но опять же, у нас бывают еще специалисты эксплуатации, да, это DevOps и сисадмины, и управление процессорами, но это менеджерами, но это не моя история, я менеджеров никогда не нанимал, и это не входит в мой круг обязанностей. Далее. Когда мы поняли, кто нам нужен,
да, нам нужно определиться с требованиями. Какие требования мы в вакансию напишем. И тут вы можете сказать, так я напишу вот тип, мне нужен специалист в домене или кодер. Если вы так напишете, вас не поймут. Потому что, опять же, это именно моя разработка. Это я так подбираю. Соответственно, нет такого деления. Оно не распространено, поэтому писать, наверное, нет смысла. Вас никто не поймет. Вы должны написать просто резюме так, попытаться его написать так, чтобы канализировать, да, отклики. Далее, опыт. С опытом немножко сложно все, потому что если вы открываете вакансию на джуна или на мидла, то сильно обращать на опыт не нужно. Почему? Потому что, как бы вы скажете, как не нужно? Нужно же, это же важно. Да, конечно, важно, я с вами согласен, но мы живем в реальном мире, а в реальном мире все накручивают опыт. Даже одуванчики, даже самые честные в мире разработчики накручивают опыт. Почему? Потому что если они не будут накручивать опыт, они не будут фильтры проходить. То есть, произошла такая ситуация. Как ее поменять, я не знаю. Поэтому, опыт, да, можно указывать, но вы должны просто понимать, что 99% опыт будет у всех накручен. Вы ничего с этим не сделаете. С этим просто нужно смириться. Если вы нанимаете сеньора, то там опыт вам нужно будет верифицировать обязательно и уже другими методами. Не просто из резюме, а вам прям хардово нужно будет проверять его. Созваниваться с руководством, и далее по тексту. Рекомендательные письма, все такое. Итак, значит, опыт мы какой-то указали. То есть, если мы набираем джуна или мидла, укажите что-нибудь. Это не будет большой роли играть. Если вы укажете 1 год опыта или 3 года опыта, будут одни и те же соискатели. Все просто нарисуют так, как вы хотите. Далее, стек. Со стеком, в принципе, берете, кто вам нужен. Единственное, что в одном из прошлых своих видео я там сильно даже приводил с графиками, я доказывал, почему нельзя стек растягивать требований. То есть не нужно лишних требований туда добавлять, потому что таким образом вы снижаете качество вашего кандидата, который придет к вам. То есть вам важно сфокусировать. В идеале вы должны указать именно тот стек, под который вы набираете специалиста. Но почему-то на практике всегда получается обратная история. Я смотрю вакансии, то иногда к джунам требований больше, чем к сеньорам. Ребят, и кто к вам придет после этого? Нормальный человек не придет, а придут именно те, кто вообще не читает ваши объявления. Так что будьте аккуратны с требованиями. Тестовое задание. Тестовое задание я даю всегда джунам, мидлам опционально, сеньорам смысла нет никакого. Так, кстати, да, по тестовому заданию существует такое, мнение, что тестовое задание мы не делаем. То есть, если соискатель видит тестовое задание, то он просто проходит мимо. Я ж не против, пожалуйста. Но для чего я даю тестовое задание? Это просто банальный фильтр от автоматического отклика на вакансию. Потому что все пишут боты, либо просто заходят куда-то там на HeadHunter или где, и просто автоматически на все вакансии откликаются, даже особо не вчитываясь туда. Так вот, тестовое задание — это просто фильтр того, что вы прочитали вообще вакансию, и вы хотя бы уделили 15 минут. Заморочились и уделились. То есть это показывает то, что вы не бот, условно говоря. Потому что понятно, что все тестовые будут делать ChatGPT. Вот, поэтому тестовое — это просто фильтр. Значит, далее. На что я смотрю в резюме? Допустим, мы разместили вакансию, откликнулось, допустим, 500 человек. Что делает HR? HR сделает самый первый фильтр. Отберет резюмешки, где совпадает опыт, и отберет резюмешки, где совпадает стек. Причем не весь стек, а хотя бы первые 3 требования, да? Вот, если это все проходит, едем дальше. Опять же, и должен быть опыт, да, если я обязательно указываю, что должен быть похожий опыт,
то HR еще посмотрит на предыдущие места работы. Ну и важно, чтобы вы, допустим, если мне важно, чтобы предыдущее место работы хотя бы год было, допустим, разработчиком, он на это посмотрит. То есть, соответственно, если это совпадает, все, эти резюмешечки распечатываются и приносятся мне. И потом я начинаю их смотреть и определять, кого позову на собеседование, а кого не позову. Куда я смотрю, когда мне принесли резюмешку? Сопроводительное. Я туда вообще не смотрю. Я вообще не понимаю, зачем оно. Я знаю, что на курсах и принято считать, что сопроводительное типа очень важно. Его нужно писать каждый раз под каждую вакансию. Ну, я не знаю, я туда не смотрю, я не вижу в этом смысла. Как сопроводительное меня может побудить, позвать вас или нет? Меня может побудить позвать вас на собеседование или нет, насколько вы совпадаете моим требованиям. То есть харды, софты, опыт, знания, все. Сопроводительное не решает никакую из этих задач, поэтому нет. Я туда не смотрю. Возраст не решает вообще никаких задач совершенно, этот параметр. Единственное, что, ну, к примеру, руководящая должность и там возраст 15 лет, ну, и то, наверное, будет интересно, да? Почему нет? Вот, поэтому нет. Ни возраст, ни сопроводительное вообще никакой роли не играет. Обязанности. Вот это уже интереснее, да. А что входило в ваш круг обязанностей? Я не читаю резюме, когда написано «ходил на работу, работал на работу, работал работу». Мне, то есть я прям реально такие резюмешки, они сразу вылетают. Мне важно понять ваш круг обязанностей. Что входило в вашу зону ответственности. Вот это важно четко описать. Потом нужно описать роль. Ну, во-первых, да, что вы конкретно делали. И вот как раз тут мы можем уже понять, а кем является разработчик. Он кодер или доменный разработчик у нас. Потому что у кодера, как правило, будет написано, там, увеличил на 10 наносекунд такой-то параметр, скорость доступа к базе данных увеличилась на там, 3 микросекунды и прочие вещи. Скорее всего, перед вами кодер. Если в резюме описано, что там, благодаря внедрению новых процессов, интеграции с таким-то сервисом, время доставки курьером увеличилось на там, 2 минуты, к примеру, средняя, да, выручка в среднем увеличилась там на столько-то, то велика вероятность, что перед вами доменный разработчик, потому что он смотрит немножечко более высокоуровнево и не дается в детали, да, то, скорее всего, это вот такой вот разработчик. То есть, ну, мы уже поняли, да, мы уже конкретизируем для себя, подходит он нам или нет, да, уже хорошо. А далее опыт. Я всегда спрашиваю про то, чем занимался человек на прошлом месте работы. И прям не в общем, как в резюме, допустим, да, мы сейчас про резюме говорим, мы не дошли еще до собеседования, да. Ну вот, в общем-то, мы посмотрели, значит, соответствует ли опыт и круг обязанностей с вакансией, которую мы пытаемся закрыть. Соответствует? Ну, хорошо. Не соответствует, значит, до свидания. Прошлые места работ. Мне, как правило, я смотрю на последнее место работы. Очень сильно хочется, чтобы оно, ну, как бы было профильным. Если оно не профильное, ну, смотрю дальше. Может быть, ну, бывало там, может быть, такой человек психанул, был разработчиком, водитель трамвая, а потом опять пошел в разработчик пойти. Вот. Опять же, непрофильные места работы не вижу смысла указывать вообще. Ну, то есть, ваша непрофильная профессия, она, ну, никак не может повлиять на решение задач, которые я буду ставить в разработке. Ну, вообще никак. То есть, можно не указывать. Я не вижу в этом смысла совершенно никакого. Вот, значит, по поводу верификации прошлых мест работы я могу заморочиться, и, допустим, если это джун, заморачиваться навряд ли я буду. Если это middle, могу заморочиться, просто проверить, а если такие компании действительно они айтишечкой занимаются. Если вакансия посерьезнее, то я могу прям связаться с руководством. Был случай, когда соискатель указывал 3 места работы разных, там по году, по-моему, было в каждой компании. Я посмотрел, значит, на кого зарегистрированы эти компании. Они были зареганы на одного человека, и этим человеком как раз-таки был соискатель. Ну, такая вот странная история. Так, значит, проходил на работу, я уже рассказал. То есть нужно описывать конкретику. Вот так вот в общих чертах свою работу описывать не имеет смысла, потому что, ну, то есть ваше резюме должно конкурировать.
да, с другими резюмешками. А когда резюме написано, что я внедрял API, либо писал запросы к базе данных, ну, это слишком... Это обычная работа разработчика. Все делают это. То есть, ну, мне нужно больше информации. Если так написано, сразу улетает резюме. Дополнительная информация, хобби и так далее вообще никакой роли не играет. То есть, ну просто как бы, не знаю. Это может сыграть, знаете, когда вот, допустим, два кандидата, они практически одинаковые, и вот там что-то в хобби может что-то перевесить. Но опять же, не в этом случае. Это идет отбор, кого звать на собес или нет. Если будут два кандидата одинаково похожи, но у одного есть хобби, у другого нет, то я их обоих позову. То есть вообще не играет никакой роли, не вижу в этом смысла. Далее. Сам процесс собеседования. То есть вот я эту пачечку отобрал и говорю HR, вот этих людей зовем. Ну, во-первых, база, да, то есть я провожу собеседование и спрашиваю базу. То есть неважно, кто это, джун или сеньор, начинаем одинаково. Базы данных, типы, свойства полей, связи, типы данных, базовые структуры, хэшмапы, как оно устроено, вот это вот все. Это задается всем подряд. Значит, потом, вот время собеса, да, обычно собес длится среднее 2 часа, чаще 3, ну, то есть, грубо говоря, если 50% собесов длятся 2 часа, то еще где-то, допустим, там 25% длятся 3 часа, и остальные 25% это час. Когда час, это значит, кандидат не подходит. Вот. Если кандидат интересен, то 3 часа, а бывало даже дольше. Так, чего у нас там дальше? Знание домена. Ну вот здесь мы определяем, да, если нам нужен человек именно доменный разработчик, да, то, естественно, мы будем пытать его про прошлые его места работы, с какими проблемами, с бизнес-проблемами сталкивался, какие проблемы бизнеса решал, какие чаще всего проблемы решались, каким образом они решались. То есть тут мы будем говорить про конкретные бизнес-кейсы, конкретных задач, да. Если мы ищем, допустим, кодера, ну, наверное, лайфкодинг самый, наверное, нормальный такой способ вообще понять уровень разработчика. Причем берется, естественно, не какие-то алгоритмические задачи, а берем конкретную задачу из, не знаю, текущих задач, допустим, в бэклоге. И просто пытаемся ее решить. Ну, естественно, ее берем в вакууме такую, да, и просто даем задачу, и даже не обязательно ему решать ее, пускай он расскажет, как он ее будет решать, да. Ну, тут вариантов много, как лайфкодинг, но в любом случае, если кодер, нужно лайфкодить. Вопросы по тестовому. Даже если вы решили тестовое задание с ChatGPT, я все равно буду его спрашивать. Поэтому прям по тонкостям, а почему так, а что это переменная значит, а что в ней лежит в данный момент времени, и про фреймворк, если это про фреймворк, буду все спрашивать. Ну, как бы, естественно. Вопросы за опыт, ну, в принципе, мы об этом уже поговорили. Значит, софты, что это и зачем? Бытует мнение, что софты важнее хардов. Я с этим не согласен, но давайте для начала разберемся, что это такое. Софты — это, условно говоря, умение общаться. Вот насколько человек хорошо, приятно общается, насколько он легко общается с другими, насколько он может человек пойти по этажу и начать пытать всех для решения своей задачи. Либо столкнулся с затруднением, насколько ему легко будет пойти попросить помощь и контактировать с другими людьми. Вот. Это вот софты. Ну и просто насколько приятно с человеком общаться, да? Вот. Харды, ну, это непосредственно знание, допустим, там предметной области какой-то. Кому важны софты? Ну, если вы берете разработчика предметной области, без софтов тут вообще никак. То есть он обязан обладать этими качествами, потому что ему для решения его задач нужно будет общаться с огромным количеством людей. Это будут и разработчики, и, допустим, партнеры, с кем мы интегрируемся, и руководство в том числе, да, он обязан этим заниматься. Если мы берем кодера, ну, ему не обязательно как бы быть супер общительным человеком. На самом деле нет. Тут важнее гораздо именно знание предметной области. Совпадение ценностей — это вообще такая тонкая штука.
и она скользкий момент такой, да, потому что его формализировать очень сложно. Но это уже на уровне ощущений. То есть, ну, грубо говоря, если человек, к примеру, вы словили на вранье, допустим, я человек честный принципиально, то здесь, наверное, будет коренное несовпадение ценностей, да, и вот я бы такого человека не взял. Допустим, если мы берем там агента по продажам, то, наверное, вранье для такого человека — это хлеб. Но это не наш случай совершенно. Ну, то есть совпадение ценностей — это в процессе интервью может выясниться какая-то база такая, да, которая вот немножечко будет не совпадать. Поэтому, ну, смотрите на это. Но опять же, это самый трудно формализированный параметр, наверное, и не стоит, наверное, так вот придавать ему значение. Иногда да, иногда нет. Так, вопрос от кандидата. Почему это важно? Это такой же фильтр. Сейчас объясню. К примеру, если кандидат отлично проходит интервью, и в конце, когда я спрашиваю, что давайте теперь ваши запросы, и он скажет, да, в принципе, вопросов у меня нет, то и нормально, то и окей. То есть, ну, я все понимаю. Интервью длилось 3 часа, все устали, и хочется уже побыстрее домой. Вот. Но если, допустим, человек... Я не могу принять решение по человеку в течение собеседования, и так вроде бы и да, а вроде бы и нет. Если он в конце скажет, что мне ничего не интересно, я пошел домой, то, наверное, это будет, скорее всего, нет. Да? Поэтому, ну, задайте хотя бы несколько формальных вопросов. Вот формальные вопросы я здесь записал для облегчения вам жизни. Можно спросить, а какой у меня будет конкретный круг обязанностей, да? Какие конкретно я буду задачи решать. Можно также узнать, а какой у вас процесс управления проектом, да? Потому что у всех он организован по-разному, и это просто интересно. Мне, допустим, всегда интересно, какие процессы у людей, как процессы организованы в других командах. Кто будут мои коллеги? Да, можно даже пойти, если это собеседование в офисе, можно даже пройти, да, познакомиться. И какие будут условия работы, то есть часы, гибрид, не гибрид, может быть, это офис. Потому что, ну, вот как-то у меня так получилось, что довольно частенько кандидаты узнают, что у нас 100% офис, на прошлом месте был только вот когда они мне задавали этот вопрос, потому что HR не доносили, поэтому важно доносить до кандидатов это. То есть неплохо, если вы будете задавать вопросы. То есть это как бы плюс. В любом случае это плюс. Ну и какие выводы можно сделать? В резюме описать обязанности, а не только стэк. Да? Вот что входило в ваш круг обязанностей. Если прям даже не знаете, что написать, просто задумайтесь вот на предыдущем месте работы, что было моей зоной ответственности. И прямо это опишите. Если заинтересованы, делайте тестовое. Тестовое — это фильтр от ботов. Если не бот, делайте. Ходим на собесы. Чем больше, тем лучше. Существует мнение, ну не то чтобы существует мнение, я знаю, есть работодатели, которые узнают, если их сотрудник пошел по собесам, то они принимают к нему какие-то контрмеры. То есть там вплоть до шантажа: будешь ходить — уволим, или там решает премии, или что-нибудь такое. Я спокойно к этому отношусь совершенно. Я считаю, что хотите ходить — ходите, потому что, ну, это держит рынок как бы в стимуле, да? И я в стимуле, и вы ходите, ко мне ходят, вы знаете себе цену, я знаю себе цену. Ну, в общем, я считаю это нормально. Поэтому я не парюсь, если ко мне на собес приходили люди, и я точно знал, что они просто щупают рынок. Нормально, прекрасно пообщались. А если это отличный специалист, ну, у меня есть контакты, если что, я могу всегда обратиться, да, поискать. То есть, поэтому это нормальная история. Я думаю, тут от этого выигрывают все участники рынка. А кто сильно нервно реагирует, что человек пошел по собесам, ну, это неуверенность. Так что я могу с этим сделать? Вот. Надеюсь, что мой опыт был вам интересен, а если кому-то пользу принес, вообще отлично. Под роликом будет ссылка на мой телеграм-канал. Присоединяйтесь, там в основном мемчики, ну и какие-то новости из области разработки. С вами был Виталик. Всем пока.